Привет, друзья! Я думаю, большинство из вас уже успели отыграть новое обновление и пободаться с древним голодным злом в виде Абоминора. Сегодняшнее видео, народ, оно немножко необычное, нестандартное, как в целом для моего контента, канала. Я, наверное, из таких видео сделал только лишь раз одно, когда отыграл DLS-ку Короли Пиратов, и тогда на эмоциях я записал максимально свое видение и впечатление по поводу врагов. Врагов там было довольно много, огромное изобилие, в том числе и касательно боссов. Их там было аж 5. Друзья, вот что-то типа подобного я хочу сделать непосредственно по обновлению вот этот древний голод, потому что в этой обнове всего лишь 3 компании по большому счету, но она выделяется тем, что здесь присутствует порядка 10, я честно не считал, мы с вами это, это математика, упустим момент, но их довольно много, даже на первой локации там возникает порядка 5-6 новых врагов, каждый из которых имеет свои определенные особенности. И, конечно же, изюминка этого обновления, это является непосредственно Абоминор, босс которого, проходя в первый раз и не зная его возможностей, навыков, он может показаться просто настолько сумасшедшим мощным, что победить его просто практически нереально. Теперь, друзья, поподробнее, и начнем мы с вами непосредственно с врагов, то бишь контент этого видео и тематика будет энциклопедия врагов нового обновления Древний голод. И первый, с кого бы я хотел начать, это Крошка Крок. Да, народ, это не первый враг, с которым мы сталкиваемся, он идет там потом в дальнейшем. Но этого врага можно считать самым базовым, самым таким скромным и самым действительно мелким. Он не обладает колоссальным здоровьем и при этом не наносит никакого урона. Но особенностью этого бойца, этого врага есть то, что его нельзя остановить. То есть ни единая казарма не может его станить и просто пропускает. Они их не видят. И до того момента, как Крошка Крок пробегает, мы не можем его непосредственно пехотой остановить. Другими башнями, героями мы его можем сносить, но при этом остановить пехота его не может, друзья. Он имеет низкую броню, хотя на самом деле, если вы на него нажмете, вы увидите, что у него есть слабая защита от физического урона. Но, опять-таки, здоровья мало и брони никакой. Но особенность этого врага, он с течением времени, друзья, превращается в Гатора. И Гатор — это уже гордый воин Крок, который непосредственно появляется первым на первой локации, и мы с ним встречаемся. Он имеет ближнюю атаку, но при этом он обладает довольно приличным здоровьем, даже, скажем, на новичке, друзья, 250 здоровья, на самом деле это не так уж и мало. На ветеране, даже на невозможном, он имеет 390 здоровья, тоже приличненько. Урон при этом, конечно, у него остается всегда прежний 10-16, что в принципе по большому счету, тоже на самом деле неплохо. Вот это первых 2 бойца, и вы видите последовательность в плане того, что один преобразуется в другого, и это тоже определенная особенность этого нового обновления, потому что здесь дальше вы увидите герои, которые меняют форму, преобразовываясь, и даже есть герои, которые проводят респаун, то есть имеют такую форму не то что метаморфозы, а перерождения, народ, перерождение. Итак, значит, Крошка Крок и Гатор. Следующий, на кого бы я хотел обратить внимание, это Быстроног. То бишь, вроде бы такие, знаете, скромные бойцы, никакого особого сильно, возможно, проблем создать не могут, но при этом они обладают очень быстрой скоростью, у них есть дальняя атака. И, друзья, у них, в принципе, урон практически такой же, как и у Гатора, там 11-17, хотя здоровье поменьше идет. Но, когда они выходят с огромной, вроде как позиционируются со стороны разрабов, куриной ножкой, хотя мне кажется, что они несут полкоровы, они могут кинуть эту ножку, друзья, Гатору. И при этом в этот момент Гатор проводит эволюцию, как покемон, народ. И даже в описании Гатора написано, что ему не хватает несколько калорий для перерождения. А перерождается он, народ, в Смертилию. Смертилия — это следующий враг, о котором я бы тоже хотел поговорить. Это такой своего рода первый, можно сказать, танк среди крокодилов. Могучий крушитель, и он действительно обладает высоким здоровьем и высоким уроном,
чтобы вы понимали, на невозможном он имеет 1500 здоровья, даже чуть больше. И урон у него даже на новичке 66-99, разброс большой, но, друзья, он очень мощно вблизи бьет и пехоту, и врагов, ну, как бы героев, и, да и вообще в целом может определенную проблему создать, если их идет несколько единиц сразу. Он не имеет никакой защиты, ни физической, ни магической, но вот все равно как бы определенную вот проблемку может создать. Так, друзья, следующими идут у нас на очереди ящерострел, и это первый такой как бы враг, который имеет дальний радиус атаки, то бишь, притом радиус действительно большой, он может чуть ли не в зоне спавна, как идет к нашим точкам, закинуть, ну, провести свой выстрел по герою или паладинам там чуть ли не на половину карты. И у них быстрая скорость и, ну, поистине как бы дальняя атака. И что касается их урона, друзья, то в принципе он такой же где-то как и у Гаттера, 11-17, здоровья у него тоже там не слишком много, 330 на невозможном, но опять-таки повторюсь, зачастую их идет большая толпа, то бишь они не идут там группками такими, идут по 5, по 7, бывает там даже больше, и действительно ну, несут дальний удар, и делают они это очень часто. То бишь, если вы просто завтычили своего героя, или паладины вот поставили у них на пути, все, друзья, вынесут в ноль, поэтому этот момент регулируете. Следующими, на ком я хотел обратить внимание, это летающие. Летуны в этой обнове, они представлены одним типом, это крылатые кроки. Но, народ, ну пусть это не вводит вас ни в какое заблуждение, что типа один тип, там вы скажете, в картах с надзирателем там несколько как бы вариаций летунов. Народ, тут этого крылатого крока хватает с головой просто. На самом деле, вот в альянсе летуны это самый основной трабл, потому что их идет большое количество, летают они, ну прям просто не про траектории, как бы вот идут пешие враги, то бишь они могут, ну, чуть ли не вылетать за территорию карты и потом появляться уже возле вашей точки. На ветеране он имеет здоровье 225, при этом, да, он не имеет никакой защиты и не наносит вам урона, но они довольно быстрые, друзья, поэтому с этим надо быть осторожным и выставляйте башни так, чтобы, в принципе, вы перекрывали карту, ну, башнями, которые имеют возможность бить по летающим целям. Следующий враг — это гнездящийся Гаттер, очень интересный враг, я в своем, как бы, там, преданонсе говорил, что это крокодил с яйцами. А оказывается, это в большей степени крокодилиха, которая вот несет маленьких крошек кроков, которые выпрыгивают из гнездящего Гаттера и превращаются в Гаттеров, друзья, там как бы если, ну, в дальнейшем. Хотя нет, наверное, они просто крошками-кроками бегают, я не знаю, я их практически сразу пытался выносить и на самом деле не доводил до момента их превращения в Гаттеров. Мне кажется, что они крошкой-кроком и остаются, но гнездящий Гаттер делает это довольно часто, то бишь выплевывает, он своего рода как арта врага, выплевывает этих вот яйца, и яйца начинают бежать, опять-таки, которых остановить невозможно пехотой, только лишь там башнями сносить и героями. Обладает неплохим здоровьем, например, на ветеране том же имеет 850 здоровья, друзья, и среднюю защиту от физического урона, при этом неплохой урон наносит сама, 42-63, урон не меняется в зависимости от того, как вы, ну, на каком режиме вы проходите. Следующий враг — это маг своего рода, такой шаман, как бы крокодилий, мудрый крок. И это единственный маг в обновлении у крокодилов, но на самом деле и его вполне достаточно, потому что он имеет дальний магический урон, у него гранде сопротивление магии, он регенит других кроков, и что самое интересное, он оглушает близстоящие возле него башни. Зачастую точки, которые вот в зоне спавна находятся врагов, и выпрыгивая
выискивая как бы вот этот вот мудрый крок, как бы он моментально станет вашу башню, которая находится вот чуть ли не в зоне выхода врагов. Поэтому, действительно может создать проблему, так как он идет не сам. Зачастую за ним начинает идти сразу группы толпища врагов, и вы можете себе представить, если вы упускаете момент, он станет одну, вторую башню, вся вот эта толпа врагов, она не имеет, мы не имеем возможности наносить им урон башнями, они все просто проходят, спокойненько себе проходят, поэтому старайтесь мага валить довольно быстро, как бы для того, чтобы разблокировать как бы ваши башни. Он имеет среднюю защиту от магического урона. Сам урон у него незначительный, там 13-20 как бы, но здоровечко немножко надо будет его побить. 700 у него здоровье на ветеране, друзья. Дальше это уже, знаете, своего рода такой как бы первый ярко выделяющийся мощный танк. Но на самом деле этот враг появляется только лишь на третьей локации, когда мы бьемся с Абоминором, с боссом. То бишь на первой и второй вы его не встретите. И это последний как бы враг, который представлен нам в этом обновлении, скажем, из появляющихся. Это ящер-танк, друзья. Он имеет высокое здоровье, высокую броню, и он вращается при блокировании. Да, это, кстати, интересная вещь, она немножко дает отсылку, если вы играли, помните или смотрели, Братья Марио, там есть главный злодей, такой тоже как бы Крок, и вот панцирь у него один в один в точь, как вот у братьев Марио, я просто не помню, если честно, как зовут там того злодея, но и игра прекрасная, и сам как бы там, сами персонажи из Братья Марио, да я уверен, вы их все знаете. В общем, у него гранды здоровья, 2200 на ветеране, он имеет среднюю защиту от физического урона, но при этом, что интересно, у него урон его меньше даже, чем у Смертилии. Прикиньте, то бишь Смертилия, такой качок, как бы это все, он послабее будет танкозавра железнобетонно, но у танкозавра 48-64 урон. У Смертилии урон побольше, друзья. Следующим враг это изюминка, народ, это изюминка. Эти враги появляются на картах не в большом количестве, как бы там, скажем, не часто, но его, чтобы снести, это надо безумно постараться, и сейчас расскажу почему. Впервые мы встречаемся с Гидрой на второй локации. Их там появляется одна или две, нет, точно не одна, 2 или 3. Я сейчас не вспомню, то бишь мало их появляется. Но сама особенность той карты второй и умение возможности Гидры, это просто, знаете, как бы здесь качество вот именно превосходит количество. Гидра, она отращивает третью голову при смерти, выплевывает на тропу яд. Объясняю, друзья, объясняю. Когда Гидра выходит, на ветеране она имеет 2750 здоровья при уроне 75-105, друзья, и она имеет очень высокую защиту от магического урона. Это не значит, что магические башни ей вовсе не наносят урон, то бишь там какой-то там хпшечку сносят 100%, но все же надо, как бы вот хорошо подтягивать геройчиков, как бы, и иметь, комбинацию башен физического и магического урона. Очень хорошо против Гидры работает подкрепление в виде парагонов, друзья. Парагоны очень хорошо останавливают Гидру, замечательно ее стопят и хорошо с ней бодаются. В этот момент прекрасно можно наносить урон башнями и сносить ей хп героями. И теперь возвращаясь к особенности Гидры, после того, как мы ее побеждаем, казалось бы, слава богу, мы этого танка как бы ушатали в говняху. Нет! Вот именно что нет. В этот момент она проводит респаун, то бишь перерождается, и теперь Гидра из двухголовой стает трехголовой, друзья. При этом она уже имеет, на минуточку, если с 2 головы на ветеране у нее было 2750, да, 75-105 урона, то при 3 головах она имеет 3800 здоровья, тот же самый урон 75-105 и также сохраняет защиту от магического урона. Прикиньте, то бишь вы выносите просто, танка 2 в 1, притом с большим хп. Если раньше было там, да, можно было завалить
например, с призраками, там как бы, там в разных частях. Вы выносите его одну форму, он перерождается в другую, да, и другая форма там имеет меньшее здоровье, как бы, ну, может иметь какую-то там защиту от какого-то урона, но сносить его намного легче. Гидра это просто, это что-то, я не знаю, что-то с чем-то. То бишь, в этом плане разрабы постарались без вариантов. И, конечно же, на финалочку, друзья, это сам босс Абоминор, голод во плоти. Он поедает башни, он эволюционирует при утолении голода, и он призывает крошек-кроков. Помимо того, что он призывает крошек-кроков, как бы уточняю, он, меняя форму, он проводит своего рода такой ряд кассетных ударов, то в концовке, в финальной форме, своего рода такие вот раскаленные, как шарики, вылетают из пасти, там его клешни и по всей карте разлетаются, как бы. Проблема опять-таки с крошками кроков, если Абоминор близко подойдет к вашим точкам, он, призывая крошек-кроков, закидывает их практически за ваши, как бы, не то что башни, а ближе к флажкам. А так как их не останавливает ни пехота, не видит ни подкрепление, очень сложно бывает остановить героями и их убрать в момент, когда они заходят. Поэтому очень обидно, когда вы Абоминора почти ушатали, а он закинул яйца вам как бы за пазуху, знаете, за спину, и они пробежали вам и сразу снесли несколько здоровья, и вы уже прошли не на 3 звезды, а на 2 звезды. Но, опять-таки, народ, он имеет 150-250 урон, он имеет 11200 здоровья на новичке, и он имеет 17600 тысяч здоровья на невозможном. Да, он проводит реген в момент смены формы, он сжирает вашу пехоту, он сжирает не только по ходу игры ваши башни, но он сжирает и когда вы с ним бьетесь. Но, друзья, опять-таки, такой небольшой лайфхак вам в плане борьбы с Абоминором. Не надо вам брать мрачных призраков, менять местами башни, там, его выносить, убирать, там, как бы, подсчитывать момент, какую башню он сожрет клешней. На самом деле, в процессе игры, тоже, простите, немножко, он жрет башни рандомно. Вы не сможете угадать, какую башню он там схомячит в тот или иной момент. Когда идет, он жрет башни ближайшие к нему. Это, как бы, уже момент факт. Сохраните немножко монет на финалку и берите парагонов. Парагоны очень быстро как бы перезаряжаются в плане подкрепления и очень хорошо его сдерживают. Пока парагоны его держат, вы со спины валите его и башнями, как бы, и героями. И поверьте, даже на первой, как бы, тропе, еще не дойдя до арки, как бы, его, телепортации в нижний ряд, как бы, вы его сможете убрать даже там, сможете его ушатать. Плюс, когда он имеет последнюю форму перерождения, такой типа брутальный зверь, он максимально медленно движется к вашей точке. Все, в последней форме он вам никаких проблем особых не создаст. Плюс, когда он уходит, вы можете там часть башен, которые не юзаете, можете продавать и использовать их непосредственно на его пути прохода. Поэтому, если вы бьете с ним впервые, это проблема. Вы не знаете, как его контрить, вы не знаете, как его бить и вообще, что с ним делать. Плюс в момент, когда он сносит башни, начинается немножко нервозность, и вы теряете концентрацию. Но, друзья, я именно, поэтому, как бы, для себя изначально, когда я его там завалил, я такой думаю, ёпты, да ладно, все, Умбра просто отдыхает. Это кошмар, гранде кошмар. Но потом, через пару минут, буквально осмыслив, момент игры с ним, я понимаю, что нет. Вот именно нет, он просто, да, такой огромный жлоб с кучей хп, который, имеет возможность регена в момент трансформации в другую форму. Все. Ну да, он жрет башню, но он жрет башню одну, и это редко. И идут враги, которые дают возможность набора монет, и благодаря этим монетам мы можем вновь выставлять башни. При борьбе с Умброй, если вы вспомните, она в раз убирает 2-3 башни, и выпуская, призраков, которых она выпускает, их мало того, что огромное количество, они не дают такого количества золота, чтобы можно было вновь выставлять башни, скажем, по точкам,
как бы вам это хотелось. И еще один момент Умбры. Мы можем ее бить только в момент, когда она сходит с вершины. То бишь находится, скажем, в чаше нашей карты. Когда она сверху, она отстреливает наши башни, выпускает призраков, и ни хера мы ей не можем при этом сделать. С Абоминором работает все. Поэтому я возвращаюсь как бы к своему кошмару номер 1 Умбре. Я считаю, это самый мощный, жесткий, чертовски сложный босс. Абоминор, там, скажем, 2 место. Вот, это в моем, скажем, таком боссовом тир-листе. Друзья, надеюсь, это видео, эта энциклопедия будет вам познавательно и интересно. Прошу, поставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Я всех вас обожаю. Вы просто изумительная публика. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.